Привет, привет! А что у вас цветет этим жарким летом? Девочки, всех приветствую на своем канале и решила вот между делом показать вам, что у меня еще цветет. Сегодня у нас очень жарко. Вот в этот день, когда я снимаю, у меня здесь 30 градусов. Можете себе представить? Кондиционера в кухне нет, окно на микропроветривании, потому что сейчас солнышко уже уходит, но когда оно сюда только повернулось, то очень-очень жарко. Но нас это не останавливает, но не всех. Есть те, которых это останавливает, но им пора уже остановиться, потому что пора уже срезать цветонос, уже и пересажен, и зажелтил листик. Это вот этот красавчик. Покупался как леопард, принцесс голден леопард, метелик. Ну, как вы понимаете, никакой не метелик, а уже второй или третий год цветет таким вот пилориком. В этом году я ему формировала цветонос, ну такое. Всего лишь 4 бутона было, которые держались, наверное, не знаю, месяцев 5 точно. И вот наконец-то все. Финита ля комедия. Так, ванды мои стоят, поглощают солнышко. Вчера я их поливала, заливала, но пока они только растут. Растят корни, растут ввысь, вверх, но не цветут. Так, здесь у меня моя Монтрё. Тоже вот, кстати, вижу цветочек. Один из первых за весь сезон она отсушивает. И что интересное, у нее здесь и пилорчики, и стандартики. Пересадили мы ее с вами. Или я сама пересаживала, я уже, девочки, не помню. Ну, в общем, все нормально. Ну, там внизу у нее водичка, фитиль, а-ля фитиль. В общем, так, тургор есть? Есть. Но они сейчас такие, знаете, уставшие, потому что жарко. Ну, 30 градусов. В комнатах кондиционеры работают, сюда практически не достает. Но сегодня, ну, очень жаркий день. Один из жарких дней лета 2026. Ну, переживем. Так, кого показываю? Показываю вам красавца кунжута. Он же сезам. Красавчик. Я вам много раз показываю. Он такой король подоконника. Видите, какая у него огромная листовая масса. В общем-то, вот так он у меня стоит. Видите? На возвышении. Ну, потому что иначе, ну, никак нельзя. Если бы он еще ароматил, конечно, было бы просто невероятно. В общем, здесь у меня вот такая вот ситуация. Открывает Роттердам свои цветочки уже. Смотрите, вот дорастил цветонос. И новый цветонос идет в окно. Ну, какой-то он лысый, и только на краешках у него бутончики. И это детка, которая сидит на пне. И походу вот эти все корни надо прятать, надо детку снимать. Это вроде как корни этой детки. Даже не знаю, как быть. Ой. Ну ладно, посмотрим. Так, а кто здесь у меня еще расцветает? А здесь у меня вот такая микрики мои. Мои любимые, симпатичные. Сейчас сниму, покажу. Да, Лемоша. Да, Лемоша, кстати, купается. Ты купаешься? Вон у нее там, девочки, бассейн. И в эту жару Лемоша, да, принимает ванны. Так, а где Жорка? Покажу вам Жорку. Жорка в бейте. Потому что очень жарко. Жорку надо стричь. Мы сегодня в 7 утра погуляли. Теперь до вечера мы сидим в прохладном помещении, если это можно назвать. Жорочка, пойди там, где кондиционер. Чего ты здесь лежишь? Тут жарко. Тебе жарко? Шабака, Жорочка, жарко тебе? Он даже не может говорить. Лежит возле мисочки с водой. Так вот, я вообще боюсь, что в эту жару еще, дай боже,
цветение моих красавиц как бы быстро закончится. Я же так хотела показать вам свои хатуюки. У меня их 3. 2 вот такие нагаюки. Ну да, там есть такое в названии, еще нагаюки присутствует. Вообще хатуюки это первый снег. Я это давно знаю. В одном из видео девочки рассказывали, но мне девчонки очень часто об этом напоминают в комментариях. Так, вот тут пробочка, и я, видите, как цветонос. Пытаюсь так вот разгалужить. Ну, как бы сделать так, чтобы он немножечко, цветы не в кучу были, но у меня сильно так особо и не получается. Но она очень великолепна, эта орхидея. У кого еще нет хатуюки, у кого среди зноя и жары нет первого снега, то мне вас жалко. Вот смотришь на этот первый снег, и становится прохладнее. Ну, вторая у меня тоже собралась цвести. Сейчас я вам ее покажу, принесу. Она в другой локации, но не менее красива. Просто вау. Так, и есть же еще одна. Это вот эта розовая мадам. Ну и здесь красавчик один тоже, не менее симпатичный, не менее мимимишный. Мы его сейчас пока поставим поодаль. Ну, давайте сразу его рассмотрим. Это Льюис Принц, да? Так, кажется, он называется. Сейчас заказала в 1,7 в размере такого же плана, только нежно-розовую с яркой малиновой губой. Здесь губа оранжевенькая. Видите, какая прикольная орхидея. И что мне в ней нравится, она охотно цветет, и она вот каждую практически, ну практически да, каждую почку будет. И у нее такое получается цветение в виде дерева разветвленного. Лимош, а что случилось? Что ты кричишь сегодня целое утро? Жара? Ныряй! Вообще, смотрите, какая прелесть. Да, пение птиц сегодня будет сопровождать наше видео. Так, и показываю, бьем за розовой. Здесь моя беляночка цветет. Уже в очередной раз. Тут у меня биглипчик открыл свои первые 2 цветочка. Вот он такой, знаете, такой огромный растет здесь, свисает с подоконника. Но цветет, это вот я срезала цветонос, и активной стала почка. Он дал ответвление. Вы все знаете, что так делают фаленопсисы. Так что после зимы, в весенний период, если отцвела орхидея, вы лучше не обрезайте под основание цветонос, а сделайте вот так, до первой спящей почки. Ну вот как здесь тоже. Маечка смотрит в окно. Вот у нее то же самое, видите? Вот. Девочки, кто давно в орхидейном деле, тот эту хитрость знает. Для того, чтобы продлить удовольствие, можно обрезать до первой спящей почки уже отцветающий цветонос. И, по-моему, здесь сделано точно так же. Видите, мое летнее цветение на вот таких вот дорощенных цветоносах. А Майя, вот, я показывала шортс с Майей, именно вот с этой веточкой. Вот этот цветонос, он выгнался, как бы она выгнала его, вырастила. Прекрасная эта орхидея, вырастила его вот с самого начала. Вырастила. Видите, какая красотка. Девочки, темновато уже. Ну, я во время сильного солнца здесь даже не могла к окну подойти. И притенила. У меня здесь притенение такое незатейливое. Плюс еще я римскую штору опускаю. И мне кажется, что у нас может пойти дождь. Так, Леодора тут доцветает. Буквально там 2 бутончика. Вот это моя розовая красота. Тоже цветет, 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 бутоны дает. Такая, знаете, как сорнячок такой растет там себе. Так, а ну посмотрим. Ага, вижу, что уже завтра, послезавтра надо поливать. Уже видите, у Леодоры корни посеребрились, но в горшке там еще влажно. Я в закрытую систему доливаю водички, оставляю где-то сейчас побольше, где-то вот так.
Ну, чтобы было так как бы не сильно сухо. Так, блочник мой висит здесь, корни растет. Сейчас я вам покажу. Это, по-моему, халкостилис, я вам показывал. Халкостилис, ну вот корень. Где-то там еще корень, вот под бирочкой корень, видите? Вот неплохо. То стоял, как-то не хотел расти, теперь растет. И надеюсь, что в скором времени зацветет. Это я вам показываю сразу блоки. Блок вот такой вот. Она просто старыми корнями оплела этот блок, и я не могла освободить. И я придумала вот так. Гнездо. Мох и веревка синтетическая. И каждый день брызгаю или просто под крантой. Раз и проливаю. Так, я все же до хатуюки не дойду, девочки. Вы там уже, наверное, утомились ждать. Так, вот моя розовая хатуюки. Ну, насчет снега я вот в данном варианте не знаю. Можно ли ее назвать тоже первым снегом? Ну, вот это да, это первый снег. А это просто вот розовая такая история. Эта розовая история у меня растет в плагроне. Сейчас нету активности по корням, вот чуть-чуть, потому что жарко очень. Хотя вот от шеи растет корень, видите? Жарко и плюс полная картина по цветению. Посмотрите, как это здорово. Вот так вот. Сейчас я еще третью принесу. Так, и вот принесла еще одну, недавно купленную. Девочки, я не помню размер, в каком я сегодня поливала. Кстати, она в другой локации. Вот видите, вот такой уже кустик. Может и 2,5. Я не буду обманывать. Ну, наверное, я осенью купила. Сейчас покажу. Ой, сразу покажу, как посажена. Мох я оставила, вот как она и была. По-моему, немножко добавила. Она моментально оплела его корнями. Внизу получается, видите, плагрон, и там кусочки коры. И вот дырочки в стакане сделаны для того, чтобы был стакан же высокий, чтобы был приток воздуха. Ну, в общем-то, конечно, тут кустик побольше, этот поменьше. И вот у нас вот такой огромнейший цветонос. Но он по длине, в принципе, сопоставим вот с этим цветоносом. Видите? Но разница в том, что она его не разветвлила. Если бы она эти почки активировала, то был бы такой красивый букет. Но пока она тоже только в процессе, так сказать, раскрытия бутонов. Вот сейчас я вот так рядышком поставлю их. Отличаются ли они? Ну, не могу сказать, что они сильно, но они не отличаются ни размером цветка, хотя купленные в разное время у разных поставщиков. Даже не знаю. Может быть, у этой повыразительнее цветок, мне кажется. Ну вот, хотя, да, вот здесь, мне кажется, губа не такая или такая же. Да, девочки, сейчас. Подождите, надо же аккуратненько. Мне прям интересно. Давайте вот так поставим. Ой, 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 эти длинные цветоносы. Это все от пульчеримы у них такая история. Да нет, в принципе, они одинаковые. Мне кажется, просто она моложе. И у нее как-то так... Может, не такой... И она еще, возможно, только открывает цветочек. Да, в принципе, такой же, да? Особо я разницы не вижу. Красавец. Красавица, вот такой вам букет. Ловите, держите для хорошего настроения от моих хатуюки и от меня. Не знаю, напишите, какая вам больше нравится. Я как-то спрашивала, девочки, у вас. Вы мне отвечали. Ну, может, вы поменяли свое мнение. Смотрите. Розовая тоже хороша. Интересная.
И это тоже прекрасно выглядит. Прям такая вообще ледяная, я бы ее назвала. Точно снег. Первый снег. Чего первый? Ну, наверное, первый снег самый долгожданный, самый воспринимаемый с большим восторгом. Вообще интересные. Интересные. Гибрид орхидеи очень интересный. Девочки, всем советую. Интересный кустик, компактный, много места не занимает, растет в разном. Видите, у меня 3 варианта посадки. Мох, ну основной здесь мох, благрон. И тут тоже внутри немного мха осталось, я не смогла распутать корни, и кора сверху. Вот такие вот кустики, смотрите. И вот у розовой, кстати, немножко отличается, мне кажется, зелень. Да? Ну, посмотрите. Немножко желтизной, или мне так кажется, но немножко тон зелени, зелень листвы немножко другого тона у розовой. Так мне кажется. Не знаю, может это зависит от того, во что посажено, и плюс стоит на солнечной стороне, ближе к окну. Это стоит поодаль от окна, хотя на том же окне, но поодаль. В общем, вот такая вот прелесть. Вот такая прелесть. И так хотела вам показать. И вот, наконец-то, наступил тот момент, когда я уже решила показать, потому что началась сильная жара. И думаю, еще пока я буду ждать, пока здесь откроются бутоны, они могут опасть от жары. Здесь тоже еще бутоны. Я боюсь, что розовая может осыпаться. Ну и этот красавец к ним в компанию тоже неугомон. И, кстати, очень любит попить. Сидит у меня в закрытой системе мох-кора. И вот чуть где-то вообще его там зевнешь с поливом, он что-то начал тут у меня кверху мельчить листья. Но этот лист вроде уже нормально идет, побольше. И сразу скидывает бутоны, уши, прям листики как ушки становятся. Вообще я сначала не могла понять, что такое. А оказывается, он очень любит попить. Такие девочки красотки сегодня у нас с вами здесь представлены. Так, ну, больше особо на подоконнике цветущих никого нет. Ну, беленькие орхидеи тоже очень прекрасно выглядят. Прям такие няшные. Это орхидея 2012 года покупки, представляете? Вот такая вот обычная белая, но это было прям для меня, вот смотрите, прям листва, прям, ну она тургор не потеряла, но чувствуется, что жарко, жарко, и очень мне кажется, что сейчас что-то будет, возможно. Сейчас покажу, что на стеллажах цветет. На стеллажах в кухне не так радостно. Еще цветет пилоричная бабулеточка Shiny Girl. Ароматит тут вовсю. Ой, девочки, сейчас что-то сильно близко. Прям обожаю ее. Очень вкусная конфетка. Просто конфетка. Она здесь одна. И вот такой вот красавец фаленопсис с одним бутоном. Я большинству пообрезала цветоносы, у многих в жару вот так по 2 бутончика. Это, кстати, адориум, который цвел по чумачечему в осенне-зимний период. Сейчас выдал цветонос с 2 бутонами. Вот такое вот. Зачем оно ему надо было? Я, кстати, смотрю, девочки, что там листик отсушивает он, но еще не отсушил. Так, что тебе уже... О, уже хочется пить. Уже хочется пить многим. Хотя недавно поливала. Так, здесь тоже тишина. Растят листики, корешки, отдыхают. Единственное, что шиллериана, с которой я сняла детку,
опять выдала цветонос. Пока что непонятно. Ни бутонов, никого. Так, нижняя полка здесь тоже. Вот тут интересная вот орхидея, которая вот так вот выдает бутоны, потом их сушит. Но надеюсь вот на этот бутон, что в этот раз она мне его не засушит. Кто это? Это Мету Принцесс Драгон, наверное, я не знаю. Стерлось название. Будет интересно взглянуть на сие творение. Никак она как бы расти растет, а цвести никак не цветет. Очень хотелось бы увидеть наконец-то. И кстати, не Афинетия, такая жара, она выдала цветонос. Куст у меня здесь большой, в прошлом году тоже было жарко, начало цвести, но было больше цветоносов. Здесь много кустиков, но почему-то только один цветонос. Ну и этому будем рады. Карина сподобилась на 3 бутона. Но она красивая. Ну вот летом вот уже такое, знаете, цветение на старых цветоносах доращивается. Вот здесь тоже надо залезть и обрезать цветонос карнавалу венецианскому. Ну и здесь вот эти все палки надо пообрезать. Этим сегодня и займусь. Привет. Да? Скажи, не обрезай. Я тут сижу и смотрю, любуюсь, да? Так, здесь тоже надо сапфиру обрезать, уже желтеет цветонос. Талумни что-то не хотят цвести, вчера поливала их. Здесь 2 бутончика. Кто-то решил меня порадовать. Вот здесь такая радость. Конечно, в жару и этому рады. Спасибо. Они прям выжимают из себя это цветение. Я не знаю для чего. Хорошо подросла вот сейчас в начале лета, в конце весны моя сказка Joy Fairy Tale. Как-то так пошла в рост, и ей понравилось на фитильном поливе. Я ей просто сделала фитилек, и ей стало повлажнее. В кашпо остается водичка, и она допивает. И видно, вот этого ей не хватало, было жарко. Так, смотрите, кто у меня здесь. Вот он каждый год мне, последние 2 года, стал цвести такие, наконец-то, Stone Dance. Ну вот он, знаете, вообще даже меньше, чем Хатуюки, и меньше, чем вот этот вот еще один мой принц. Он вообще, он, конечно, желтенький, прикольный. Сейчас я вам покажу его на фоне вот этих не гигантов. Ну вообще, масянька-масянька. Вот такой. Очень интересный. Очень интересный. Ну и вот такая форма цветка тоже забавная. Да? Супер. Супер-пупер. Красотка. Скажете, ну что это за ерунда? Но представьте, когда их будет целое облако. Когда-то ж это будет. Он у меня очень тяжело адаптировался. И вот надо его будет вытянуть с этой банки каким-то образом. Stone Dance. Болел. У него, кстати, вот 2 цветоноса здесь. На этом цвел буквально 3 бутончика было. Но не сушит этот цветонос. Я его и не трогаю. Он выдал 2-й. И на этом 2-м только 2 бутона. И что-то я не могу понять. Ага. Ну, он его сейчас остановил, и вот так вот это выглядит. Прикольно. Но он реально козявка. Просто козявка. Видите? Просто вообще масянчик такой. Ну и сейчас вам покажу, кто меня радует и кто цветет. Вы уже видео видели, но в этом видео про эту орхидею, которая цветет, ароматит и меня просто приводит в полный восторг. Это не фаленопсис. Но я вам покажу. Кстати, сегодня отстрелила по линии. Я там поливом занималась и нечаянно задела, и по линии отстрелила один цветочек.
переживаю, конечно, что интересно даже через сколько дней он засушит его, сбросит. А может и не сбросит. Ну, говорят, что сбрасывает. Все, девочки, вот такая полянка. Пойдемте посмотрим, кто меня радует. Ну, радует меня, конечно же, вот этот красавчик. Фаленопсис. Вот эта принцесса. Розочка доцветает. Биглип. Мелодия. Или симфония, не помню. Только 2 цветочка, но вот здесь еще цветонос большой. Аказия скоро зацветет, что не есть хорошо. Мету. Остался 1 цветочек лаковый. И смотрите, там барабам-бам-бам. Красавчик катасету. Да, круто. На 2 цветоноса. Вот, смотрите, аромат стоит такой интересный. Специй и цитруса. Говорят, ментол, не знаю. Я что-то не слышу ментол. Может, я просто не знаю, как пахнет ментол. Но смотрите, какой клевый, да? Просто король этого месяца летнего. Король цветения. И я просто вау. Вы знаете, кто отстрелил по линию сегодня? Вот этот товарищ. Не знаю, вот он вылетела у него там штучка такая. В общем, вот такая красота. Это полный восторг. Ну и немножко еще цветущих. Наталья Айко. Вот такая вот групповая фотография. Компактная. Она вообще огромная. Видите, висит у меня на подвесе. У нее гигантея, по-моему, есть в родителях. Этот цветонос у нее, она пока его не сушит и не продолжает, но дала новый цветонос. Еще осенью он вышел, сидел, и только в конце весны начал движение. И вот такая вот прелесть. Она очень интересная, пластиковая дама. Замечательная. Ну и дендры. Любимчик хибики. Вот такой вот. Весь в бутонах. Здесь у меня покачивается будущее цветение. Смотрите, какой огромный цветонос. Спойлер вам. Будем любоваться. А хибики весь в бутонах. Смотрите. Я чувствую, уже просох. Надо будет вечерком его полить. На него в том году садился клещ. Я обрабатывала. Вот именно в этой локации, где жарко. Сейчас каждый день брызгаю. Красивый кустик такой. Так. Сейчас, подождите. Еще раз покажу вот такой толстячок-боровичок. С ума сходит. Цветет пышно. Весь в букетах. Красавчик. Просто невероятный. Самый, мне кажется, простой дендробиум. Ну, хибики тоже. Ничего сложного, я вам скажу. Поливай да поливай. Вот в таком горшке хибики отлично растет. Поливаю в край горшка с одной стороны, чтобы наполнить блюдце. И все. И он себе растит новые росты. Они аж такие лоснятся, жирные такие. И цветет. И смотрите, кто опять решил зацвести. Посмотрите на эти грозди. Наш любимый Фармери Пинк. И вот второй цветонос. Представляете? Только мы с вами любовались и вновь. Причем это цветение в жару. Ну, надеюсь, сейчас немножко попустит температуру. Хотя бы он, чтобы 2 недели подцвел. Когда жарко, цветет вообще меньше 10 дней. Дней 7-6. Посмотрите на эту прелесть. Да?
Причем выгоняет быстро цветонос и очень быстро формирует бутоны и быстро открывает. Ну просто вообще красота. Ну здесь хоечки цветут, мелкашечки. Здесь еще цветение уже неизвестного гибрида. Девочки мне писали, но я поставила вопрос. Потому что не факт. Не факт. Так, ну и жду этого красавца. Когда он зацветет, это Фармери Альба белый. Ну, не знаю. Вот новый рост уже вот так вот подрос. Так что, друзья мои, вот такие вот пироги. Еще раз показываю в конце видео эту красоту, потому что красоты должно быть много. Заводите катесетумы, они очень приятно ароматят. Хотя бы один попробуйте повыращивать. Это очень интересно. Это просто вау. Конечно, вот эти морковки не всем нравятся. Вот эти листья. Но листья потом опадают и остаются вот такие вот морковочки с запасом питания. Но потом это вот такой вот праздник цветения. Все, всех обняла. Пока-пока. Жду вас в комментариях. Девочки, показала вам свои орхидеи. И вот разбираю полочку. И есть у меня орхидея, одна из первых, которая была куплена в начале моего орхопути. Она была куплена как мини-орхидея, но сейчас у нее лист вот такую имеет розетку, вот такую величину, вернее. Интересный такой листик. Это я янтарной кислотой сейчас побрызгала. Она бывает цветет пышно, а бывает не очень. Но вот такой небольшой цветочек. Помогите определить, кто это. Он очень маленький, вот такой, видите? Кто эта красотка? Это вот гибриды самые-самые первые, которые появлялись у нас в продаже. И вот такая вот прелесть у меня растет уже много-много лет. Это ее летнее цветение, не пышное. И она, вы знаете, в моих условиях такая себе дамочка. Не всегда сговорчивая. Были у нас и трудные времена. Но она выжила, приспособилась. А кто она, я так и не узнала. Надеюсь, девочки, на ваше компетентное мнение.